Всем привет! В одном из предыдущих видео мы с вами вязали юбочку для девочки. Сегодня свяжем кардиган в комплект к данной юбке. Я вяжу на девочку 6 лет, размер 122-128, обхват грудки 50 сантиметров. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вязать будем из красивой натуральной пряжи Розетти Люмен в составе 79% хлопка и 21% вискозы. Мой цвет 121-13, в мотке на 50 грамм 123 метра. Рекомендуется спица номер 4, и мы будем вязать на спицах номер 4. Пряжа шнуркового типа, секции хлопка сменяются секциями вискозы. Очень красиво пряжа ложится в лицевую гладь и в несложные узоры. На ощупь очень нежная, приятная, мягкая. Натуральный состав позволяет коже дышать в изделиях из этой пряжи. Отличная пряжа для летнего вязания как детских вещей, так и взрослых. Начинаем вязание снизу. Обычным способом на спице номер 4 набираем нужное количество петель. Длина лески здесь может быть любой, так как мы вяжем поворотными рядами. Я вяжу на худенькую девочку 6 лет, обхват грудки 50 сантиметров. По плотности вязания в 1 сантиметре у меня 2 петли. К обхвату грудки для свободы облегания добавляем 10 сантиметров и умножаем на нашу плотность. Мне надо набрать 120 петель плюс 2 кромочные. Набрали нужное количество петель, разворачиваемся, вяжем лицевой гладью. В лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Кромочные петли мы всегда провязываем и в начале ряда, и в конце ряда. Сейчас у нас ряд изнаночных. Довязываем изнаночными петлями до конца ряда. В конце ряда провязываю кромочную изнаночной. Разворачиваемся и тут же провязываем кромочную вновь лицевой. Вяжем лицевой ряд лицевыми петлями. В лицевых рядах вяжем лицевые, в изнаночных изнаночные. Нам надо провязать длину кардигана до проем, до подмышечных впадин. Я провяжу 30 сантиметров. В 1 сантиметре у меня 3 ряда. Умножаем на нашу плотность. Мне надо провязать 90 рядов. Но количество рядов должно быть нечетным. Провяжу 91 ряд. Готова высота кардигана до подмышечных впадин. Далее нам надо распределить все петли на спинку и полочки. Делим общее количество петель без учета кромочных пополам. 60 петель у меня пойдет на спинку, по 30 петель пойдет на полочки. Здесь 30 петель плюс кромочная, здесь 60 петель и на второй полочке 30 петель плюс кромочная. Сначала будем работать с петлями только одной полочки. В начале ряда для формирования V-образного выреза будем делать убавления в каждом 4-м ряду. Провязываем кромочные и в лицевых рядах, и в изнаночных. Далее убавление с наклоном влево. 2 петли провязываем вместе лицевой за задние стенки. Получилась петля с наклоном влево. Довязываем петли полочки до маркера. Здесь мы разворачиваемся, вяжем поворотными рядами. Кромочную здесь мы переснимаем, не провязываем. На этом месте у нас будет формироваться рукав. Здесь нам провязанные кромочные не нужны. Довязываем ряд изнаночными. В следующем лицевом ряду убавления мы не делаем. Кромочную провязываем. Довязываем лицевой ряд. Провязываем 4-й изнаночный ряд. В следующем ряду снова убавление для V-образного выреза. Провязываем кромочную, 2 петли, провязываем вместе лицевой за задние стенки. Такие убавления делаем в каждом 4-м ряду. Нам необходимо провязать высоту до плеч. Посчитаем необходимое количество рядов для нужной высоты. Для этого к обхвату руки в верхней части у меня 15 сантиметров. Прибавляем 10 сантиметров для свободы облегания. Получаем 25 сантиметров. Делим данное значение пополам и умножаем на нашу плотность. Количество рядов должно быть четным. Я провяжу 38 рядов в высоту. За это время успею сделать 9 убавлений для V-образного выреза. И потом довяжу еще 2 ряда. Сформировали V-образный вырез с одной стороны. Петли плеч оставляем открытыми. Можно перенести их на булавку или на дополнительную нить при помощи иглы. Далее переходим к петлям спинки.
Спинка вяжется поворотными рядами в лицевых рядах лицевые, в изнаночных изнаночные. Здесь мы убавления не делаем. Подводим рабочую нить, кромочную переснимаем. Далее провязываем петли лицевыми. Вяжем до маркера. Дошли до маркера, убираем его, разворачиваемся. Вяжем в обратную сторону изнаночными. Кромочные переснимаем. Нам надо провязать высоту на пару сантиметров больше, чем мы вязали на полочке. Там я провязывала 38 рядов. На 6 рядов провяжу больше на спинке для более удобной посадки. Провяжу 44 ряда. Спинка готова. Петли оставляем открытыми. Можно перенести их на дополнительную нить или дополнительные спицы. Мы переходим к вязанию второй полочки. Здесь убавление для V-образного выреза будем делать в конце ряда перед кромочной. Подводим рабочую нить, кромочную снимаем, провязываем петли лицевыми, не довязывая 2 петли до кромочной. Эти 2 петли нам надо развернуть таким образом, чтобы правые стенки петель были спереди. Провязываем 2 петли вместе лицевой за передние стенки. Получилась петля с наклоном вправо. Провязываем кромочную с лицевой стороны и с изнаночной. Убавление для V-образного выреза тоже делаем в каждом 4 ряду. Провязываем такую же высоту полочки. Мне надо провязать 38 рядов. Следующий этап выполнения плечевых швов. Складываем изделие лицевой стороной друг к другу. Сшивать будем при помощи крючка оставшимся концом нити или новой нитью. У меня крючок номер 3. Снимаем петлю с первой спицы, со второй спицы и протягиваем рабочую нить сквозь петли на крючке. Снова снимаем петлю с первой спицы, со второй спицы протягиваем рабочую нить сквозь все петли на крючке. Туго здесь петли не затягивайте, чтобы шов не стянулся. С одной спицы снимаем петлю, со второй спицы и протягиваем рабочую нить сквозь все петли на крючке. Выполняем таким образом 2 плечевого шва. Оставшиеся открытые петли спинки закроем при помощи крючка. Для этого просто переснимаем первую петлю, вторую петлю и протягиваем ее сквозь предыдущую. Переснимаем следующую петлю, протягиваем сквозь предыдущую. Так просто закрываем петли спинки. Последнюю оставшуюся петлю нам надо закрепить. Сделаем мы это при помощи обычного отрезка нитки. Протягиваем нить сквозь петлю. С изнаночной стороны подхватываем заднюю стенку петли на ряд ниже. Протягиваем сквозь эту стеночку нашу нить. Закрепляем нить, делаем небольшой узелок. Потом все хвостики нити спрячем, уводя их по задним стенкам петель с изнаночной стороны. Так сейчас выглядит наша спинка после обвязки. Вот эти вытянутые петли на плечевых швах утянутся. Будет все красиво. Сейчас мы приступаем к рукавам. Нам понадобятся спицы с леской 40 см. Сформируем окат рукава. Для этого от плечевого шва отсчитываем 10 кромочных в правую сторону. Вводим спицу под обе стенки 10 кромочной, подводим рабочую нить, вытягиваем первую петлю из-под первой кромочной, вытягиваем вторую петлю из-под второй кромочной, а третью петлю нам надо вытянуть из перемычки между кромочными. Здесь есть такая маленькая петля, вводим в нее спицу и вытягиваем третью петлю. То есть из-под 2 кромочных нам надо вытянуть 3 петли. Вновь идем под следующую кромочную, под вторую кромочную, третью петлю вытягиваем из перемычки между кромочными. Из 10 кромочных до плечевого шва должно получиться 15 петель. Я дошла до плечевого шва.
Из следующих 10 кромочных нам тоже надо вытянуть 15 петель. Точно так же 2 петли будем вытягивать из-под кромочных, третью петлю из перемычки между кромочными. Набрали 15 петель с одной стороны плечевого шва и с другой стороны. Разворачиваемся. Первую петлю переснимаем, затягиваем потуже, вяжем в обратную сторону изнаночными. Провязали все петли рукава. В каждом ряду в конце ряда будем добирать по 3 петли из-под 2 кромочных. В изнаночных рядах добираем петли изнаночными, из-под первой кромочной, из-под второй кромочной, из перемычки между кромочными. Добрали 3 петли, разворачиваемся. Первую петлю переснимаем, затягиваем потуже, провязываем петли рукава лицевыми. В конце ряда тоже добираем 3 петли из-под 2 кромочных. Первая петля, вторая петля, третья петля из перемычки между кромочными. Разворачиваемся. Вновь первую петлю переснимаем, провязываем петли изнаночными и в конце ряда вновь добираем 3 петли. В изнаночных рядах добираем петли изнаночными, в лицевых рядах лицевыми. Таким образом, нам необходимо добраться до пройм. Далее замкнем вязание в круг и будем вязать рукава уже по кругу. По передней части я дошла до пройм по полочке, а на спинке еще не дошла, так как спинка у нас была длиннее. На этом этапе я просто добираю необходимое количество петель, чтобы замкнуть вязание в круг. Точно так же продолжаю набор петель в соотношении 2 к 3. Из-под 2 кромочных вытягиваем 3 петли. Добрали необходимое количество петель, замкнули вязание в круг. Далее будем рукав вязать по кругу, делая убавление для сужения рукава в каждом 6-м ряду. 5 рядов провязываем лицевыми. В 6-м ряду делаем убавление. После маркера начала ряда провязываем 1 лицевую, далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Провязываем 2 вместе лицевой за передние стенки. Вяжем до конца ряда, не довязывая 3 петли до маркера. 2 петли нам необходимо провязать лицевой с наклоном влево. Разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки. И в конце ряда 1 лицевая. Такие убавления делаем в каждом 6-м ряду. Вяжем рукав на нужную длину. Петли закрываем обычным способом, провязывая петлю, накидывая на нее предыдущую. Туго петли не затягивайте, чтобы рукав не стянулся к низу. В конце закрытия нить отрезаем, вводим иглу с широким ушком, ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия, вводим иглу под обе стенки. Протягиваем рабочую нить, далее нить уводим в середину той петли, из которой она выходит. Замкнули закрытие, с изнаночной стороны нить закрепляем и прячем хвостики. Аналогично вывязываем второй рукав. Нам осталось обвязать кардиган по всему периметру. Обвязываем при помощи того же крючка номер 3. Крючок будем вводить под обе стенки кромочных. Вытягиваем петлю рабочей нитью, провязываем воздушную петлю. Далее крючок вводим в следующую петлю справа. Под обе стенки захватываем рабочую нить, протягиваем ее сквозь 2 петли на крючке. Идем в следующую правую петлю, вводим крючок под обе стенки, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сквозь 2 петли на крючке. Идем под следующую петлю вправо, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сквозь 2 петли на крючке. И вот таким образом нам надо пройтись по всему периметру кардигана, по низу и по полочкам. У нас выходит вот такая декоративная обработка. Обвязка по низу у нас идет в каждую петлю. На полочках мы будем вводить крючок через 1 кромочную, то есть 1 петлю здесь будем пропускать. Первую петлю пропускаем,
Вводим крючок в следующую петлю под обе стенки и продолжаем обвязку. Снова одну петлю пропускаем, вводим крючок в следующую петлю и продолжаем обвязку. После того, как замкнули нашу обвязку, нить отрезаем, вытягиваем. И вот здесь мы просто делаем небольшой узелок. Завязываем 2 нити, кончики спрячем, уводя по изнаночной стороне по задним стенкам петель. Уводим в одну сторону по диагонали и в противоположную. То же самое делаем со всеми концами оставшихся нитей. Далее отправляем кардиган на ВТО. Я стирала в машинке на режиме ручной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности, предварительно разложив кардиган по форме и расправив края. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.